Добрый день! Сегодня я покажу вам мои приемы в работе с гуашью. Приветствую моих друзей, гостей канала. Я Юля Сайфан, художница. На своем канале я говорю только о своем практическом опыте работы с материалами. Часто меняю поверхности, по которым пишу. Просто скучно использовать одну и ту же бумагу. Пишу по тонированному листу, для этого покрываю грубой кистью с гуашью, оставляю такие пробелы или могу пройтись ненужной светлой гуашью, потом темной. Это уже на старте работы дает интересный эффект. Если вам нужно, чтобы нижний слой гуаши крепко сидел, не растворялся водой, можно добавить немного клей ПВА. Такой замес следует хранить без доступа воздуха, после высыхания уже нельзя будет растворить водой. Гуашь не очень фактурно выраженная техника, но если вы думаете купить акриловую краску для работы мастихином, то это близко к мастихиновой технике. Все, что соприкасалось с клеем, следует сразу помыть, потому что вы потеряете кисти и палитру. Это уже нельзя назвать гуашью, однако в качестве эксперимента все имеет место для существования. Еще я беру акриловый грунт, тонирую его гуашью и покрываю им листы. Использую как под гуашь, так и под рисунок графическими материалами. На этом этапе может быть любое разнообразие. Пробовала сеткой сделать фактуру. Можно добавить какую-нибудь крошку в эту смесь, в которой есть акриловый грунт с гуашью. Я добавляла немного кофейной гущи. Это если кому-то хочется грубую основу. Кисти расходуются быстро, потому что это похоже на наждачную бумагу. Можно использовать трафарет, чтобы сразу отделить фигуру от фона. Просто грубо вырезаю фигуры, закрепляю их на листе таким кольцом из скотча. Пишу я широко, даже на малых форматах, поэтому легко сдвинутся вырезанные фигуры, если их не закрепить. Затем заканчиваю, как мне нравится, с помощью веерной кисти и разбрызгивания гуаши. Под этим видео внизу я оставлю ссылки на все короткие фильмы, которые я делала с этими кадрами от начала и до конца. Убираю ненужное и заканчиваю работу. В такого плана работах важна случайность. Силуэт вокруг фигур я где-то корректировала, где-то оставила, как это случилось. Посмотрите, этот прием может вам пригодиться, если есть часть листа, которую вы не хотите трогать. Например, забить фактурой, сделать отпечаток. Или же, как здесь, прокрасить отдельный кусок, не трогая другую часть работы. Я работаю сухим по сухому. Это значит, что кисть сухая и полностью высохший нижний слой не вмешивается один в другой. Кисть у меня щетина. Вероятно, что контролировать влажность на кисти будет сложно. Поэтому нужно вытереть тряпкой, нет, не слезы, а кисть от излишков воды. Бывает прямо из тюбика слишком мокрая гуашь, она будет вмешиваться в ваш нижний слой.
Разобраться с этим можно только на практике. Я уже знаю, какая гуашь прямо из тюбика будет поднимать сухой нижний слой, а какая ляжет сверху, так как мне хочется. Есть вещи, которые в теории невозможно понять только на личных ощущениях, и это о консистенции краски в том числе. Показываю вам пару отрывков из моих предыдущих видеопроцессов. Например, здесь, в этой технике, я начинаю таким образом работу. А здесь все, что я говорила на заключительном этапе работы. Если вы пишете по гуаши, будет интересным сделать изначально фактурную поверхность с помощью кисти. Для этого я специально крашу кистью в разных направлениях, как если бы это делал ребенок. Вот нижний слой полностью высох. И далее, еле касаясь нижнего слоя, неравномерно накладываю краску. Должно быть какое-то слово, называющее отпечатки красками на листе. Есть монотипия, но это не совсем она. Для этого понадобятся разные, любые мягкие вещи, которые могут оставить отпечаток. Что-то шло на выброс на кухне, что-то выбрасывала в ванной. У меня это куски старого бумажного скотча, губка, сетка, мочалка. Давайте посмотрим, что какой отпечаток оставляет. Часто использую эту губку, она оставляет след, похожий на мелкие брызги. Есть сходство с брызгами кистью, но здесь они мельче, и ими проще управлять. Величина этих капель будет зависеть от того, насколько пористая ваша губка. Здесь губка с порами покрупнее, получается что-то совсем другое. Вот и игра не только с фактурой, но и с тоном и цветом. Бумажный скотч оставляет более крупные следы, и они менее предсказуемые, чем с губкой. Натуральная губка имеет фактуру с волосиками,
На пленэр я бы не стала тащить весь свой арсенал губок. Да это не нужно. Там проще обойтись кисточкой. А когда дома пишешь и есть много времени думать, можно оставить какие-то фактуры на заключительную часть, придумать, где цветущие деревья, где травинки, цветочки. Это может быть интересно. Посмотрим, какой отпечаток остается от ткани наподобие марли. А сейчас попробую пластмассовую сетку. У нас таких продаются апельсины и картошка. Пробуйте разные рельефные фактурные предметы, которыми можно отпечатать. А что если вам хочется на сухой гуашевый нижний слой положить слишком влажную краску? Верхний слой поднимет нижний. Ну, тогда не стесняйтесь, такое тоже может быть выгодно в работе. Можно с этим работать, используя преимущества родственных цветов на цветовом круге. Такая штука с контрастными цветами превратится в грязь, а с родственными самое что надо. Больше о родственных цветах вы можете узнать из моего видео «Аналоговая цветовая гармония». Под этим видео есть ссылка. Немного подробнее о том, что происходит, когда пишут мокрым по водорастворимому сухому нижнему слою. Беру гуашь с водой, мягкой синтетикой и, не нажимая, аккуратно пишу сверху плотной сухой гуашевой подложки. То же место повторно не трогаю, потому что нижний слой на увлажненном куске реактивируется моментально. Это лессировка. Все, что ложится прозрачным тонким слоем, называется лессировка. Если вы работали лессировками в акварели, то вам будет проще с гуашью. Тут важна консистенция и точность движений. Гуашь очень чувствительна к воде. По моему опыту, писать лессировками проще акварелью. Однако бывают ситуации в живописи гуашью, когда это тоже нужно. Всему можно научиться. Даже писать гуашью лессировками. Если это, конечно, нужно. Подготавливаясь к данному видео, я делала еще тест на лессировку разными водорастворимыми материалами в такой акварельной полупрозрачной технике. Здесь я проверяла на прозрачность гуашь, акварель и постерную краску. Лессировкой можно работать чем вы захотите. Все перечисленные технические приемы я использую регулярно, проверяю, как видите, тестирую, прежде чем об этом говорить. Если в вашей практике есть что-то, чего сегодня я не перечислила, о чем я не знаю, я буду очень рада об этом узнать. Если нравится писать прозрачно, то это все-таки акварель. Для этого она и придумана.
Сейчас я предпочитаю писать гуашью или постерной краской. Это не одно и то же, однако свойства, плотность их похожа. Делитесь этим видео с теми, кто тоже интересуется гуашью. И, конечно же, мне важно знать, что я снимаю не зря, что вы смотрите. Оставляйте комментарии под этим видео. Подписывайтесь, если вы еще не со мной. До встречи на моем канале.